Минасан, конничева! Привет, друзья! С вами Настя и канал Япония рядом. Сегодня мы с вами обсудим недавно вышедшую картину Макото Синкая «Судзумэ закрывает двери». Я сразу скажу, что эта картина не стала каким-то откровением в плане того, что шоком, что Макото Синкай сделал что-то не так. Он сделал все потрясающе круто. Если вы просто сейчас включили видео для того, чтобы понять, идти или не идти, однозначно идти. Если у вас, конечно, есть такая возможность, если в вашей стране транслируют в кинотеатрах эту картину. У меня такая возможность была, ее начали показывать с 13 апреля, я нахожусь сейчас в Кыргызстане, в Бишкеке, я смогла сходить вчера, наконец, на нее. И что же я могу сказать, друзья, это просто потрясающе. Естественно, если вы знакомы с творчеством Макото Синкая, он, в принципе, никогда не выдает что-то средненькое, его работа это всегда что-то потрясающее и по рисовке, и по музыке. И в этот раз не стало исключением. Мы видим совершенно интересное сплетение и магии, и реального мира, причем событий, которые действительно имели место быть в Японии. Мы видим реальные места Японии, которые прорисованы просто божественно. Да? Мы слышим музыку Red Wimps, которая сопровождает все работы Макото Синкая практически. И в некоторых моментах кажется, что уже смотришь даже не какую-то отдельную работу Макото Синкая с музыкальным сопровождением Red Wimps, а такое, знаете, впечатление, что просто они сплетаются уже настолько сильно, что невозможно представить одно без другое. Нереально. Но сегодня я не буду с вами обсуждать подробно сюжет, композицию, какие-то приемы и так далее. Не об этом сегодня хотела поговорить, а о сути, о идеях, которые были вложены автором в это произведение. Особенно, мне кажется, просто суперскими две. Первая идея – это идея о том, как любовь преображает людей вокруг вас. Знаете, эта идея настолько проста, и она находится на поверхности, но ведь часто мы о ней забываем. Давайте подумаем вместе об этом. Да? Макото в своей работе предлагает нам увидеть это на примере просто любви к маленькому котенку. Когда Судзумэ говорит о том, что она его любит, он преображается, сразу расцветает, такой весь «Вай, меня любят». Как только же она говорит ему, что не очень его любит, я не буду спойлерить, сами посмотрите, он сразу такой весь чахнет, немножко сдувается, да, и это простая, очень живая иллюстрация того, как любовь преображает людей, которым вы говорите, что вы их любите, или говорите им слова любви, поддержки, благодарности, все что угодно, понимаете, когда вы человеку говорите что-то хорошее, этот человек реально преображается. Обратите внимание, когда вы человеку говорите, что он молодец по какой-то области, неважно, просто говорите: блин, ты такой крутой, ты такой классный. Он такой весь сразу: да, я крутой. То есть, понимаете, у него сразу это как бы ему энергию еще дает, еще больше, и он такой сразу раз там пошел, что-то еще сделал классное. То есть это не заканчивается на том, что вы ему что-то говорите, он еще дальше что-то делает, и у него дальше что-то меняется в жизни, понимаете? Соответственно, именно эту идею передает наш маэстро Макото Синкай в своем произведении. И вторая идея, которая очень мне понравилась на самом деле, она немного грустнее, но это жизнь, ребята, это жизнь. Он рассказывает о том и показывает, да, там показано время большой катастрофы в Японии, опять же, какой, не буду говорить, сами посмотрите, но основная идея в том, что он показывает, как много людей уходит из дома, приходят, уходят, да, и в тот день случилась эта катастрофа, и они уже не вернутся домой, понимаете, потому что, такое бывает в жизни, что происходит что-то и все. И мне кажется, режиссер здесь показывает нам, насколько важна на самом деле каждая минута и секунда, и как важно ценить людей вокруг, и помнить о том, что то, что мы сейчас можем им что-то сказать вообще, то, что мы можем сейчас человека напротив каким-то образом с ним, там, не знаю, пожать ему руку, посидеть с ним, пообщаться. Вообще я могу здесь посидеть сейчас в этой кофейне, да, в Бишкеке, в Кыргызстане, классная кофейня.
Вот это надо ценить гораздо больше, чем мы сейчас вот в нашей рутине все это забываем, да, то есть как будто оно все само собой разумеющееся, но, ребята, это не так, то есть как бы эти все моменты вот нашей жизни каждый день, к сожалению, и режиссер это показывает, он может стать последним. И не просто он это показывает, нам жизнь это показывает, да. То есть, ну, не всегда нужно там болеть или что-то такое, не всегда все происходит постепенно, иногда бывает просто бах и все, да. И поэтому я и говорю, что это чуть более грустная идея, да, но еще раз повторяю, это жизнь, друзья мои, да, то есть это жизнь, и очень важно здесь просто взять из этого позитивную идею, хорошую, что нужно ценить вот каждый момент. Вот вкусный там кофе ты пьешь, или общаешься с кем-то классным, или просто там общаешься с людьми, там идешь по улице, смотришь на деревья, да. Вот надо постоянно себя выдергивать из идеи, что так оно и должно быть, что это как бы само собой разумеющееся, это тебе дано и все, да. Надо себя выдергивать и прямо вот идешь и как круто, как классно, да, вот что я живой, что у меня все хорошо, что у меня там, слава богу, все здоровы, живы. Вот и эту именно идею режиссер пытался донести, как мне кажется, практически одна из главных идей работы Судзумэ закрывает двери. Ну и, конечно, закрытая дверь. Закрытая дверь — это не просто закрытая дверь, это отпущенное прошлое, понимаете? Это как когда нас грызет, опять же, что-то какое-то прошлое наше. Иногда нужно просто закрыть дверь. И все. Ну вот, надеюсь, вам понравилось. С вами была Настя, и это канал Япония рядом. Подписывайтесь, ставьте лайки. Жду ваши комментарии, что бы вы хотели обсудить в следующем видео. Пока-пока!